Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца октября 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Сегодня у нас очень добрая колода. Ее прорисовала великолепная художница и мудрый таролог, которая таро занимается более 40 лет, Колет Барон Рид. Она взяла за основу 78 карт, но подала изображение с позиции позитивной психологии, мои дорогие стрельцы. Давайте будем в первую очередь добры к самим себе. Где-то себя не муштровать, не подстегивать, не ставить себе каких-то рамок. Жизнь, посмотрите, как меняется. Сегодня одно, точнее, утром сегодня одно, а к вечеру сколько новостей. Есть какая-то трансформация. И я в некоторых видео, во многих видео говорю о том, что 23-й год– это год адаптации. Мы какой-то свой островок безопасности определенно должны построить. Какое-то наше, знаете, как убежище, назовите это так. Там, где мы можем укрыться от каких-то невзгод, неожиданностей, потому что последующие годы, ну, это какая-то новая отстройка или новой системы, или какие-то изменения. Это все обстоятельства, которых мы не можем изменить. Вот мы только вынуждены где-то адаптироваться будем, и в дальнейшем тоже. Но вот то, что в этом году мы словно закладываем, потом мы себе скажем спасибо. И вторая половина октября, она у нас как раз совпадает с коридором затмений, который начался в знаке зодиака Весы. 14 октября солнечное затмение и закончится в конце месяца 28 октября лунным затмением в знаке зодиака Телец. Что Телец, что Весы– это правящая планета Венера, вопросы благополучия, финансового достатка, отношений и взаимоотношений, считая коллег, социум, соседей, может быть, ну вот всех, с кем мы общаемся. Может быть, какая-то ситуация, которая не новая, как раз вот на вторую половину октября о себе напоминает, а то, что уже было где-то на начало года, нам известно, или чем мы занимались, или получила кульминацию в апреле. Ну вот давайте будем смотреть. И первая карта, я подготовила уже колоду, что придет вторая половина октября. А что уйдет? Может быть, само, может быть, мы поможем. Чем дело кончится для нас, вот именно чем оно закончится. То или иное. И чем сердце успокоится? Или что нас порадует? Что скрыто? Имеется в виду, что мы где-то можем не заметить или не придать важность, значения. И мы достанем 3 карты, 3 события, если мы говорим о событиях. Может быть, это и одно событие с несколькими составляющими, ну, а может быть, это и 3 разных. Итак, что придет? Мои дорогие, карта сила. Тут все серьезно. У вас очень ресурсный период, много возможностей. По карте сила это где-то как карта мага. И здесь нужно быть, хотим мы или нет, великим дипломатом и одновременно манипулятором. Очень красивая колода, посмотрите. Но здесь это колода добра, повторюсь. Здесь нет манипуляций. Тут словно, что девушка прекрасная, что этот лев, они на одной волне. Вот быть где-то на одной волне с собственным эго. И, может быть, его же и останавливать от какого-то импульса, чтобы оно нам не помешало, ну, решить какие-то вопросы. Самих себя именно. Вот в какое-то нужное русло добавить или направить. Или, может быть, оказия какая-то, ситуация будет разворачиваться. Ведь это старший аркан, который говорит о том, что ваши лучшие качества будут как раз востребованы. Но и карта силы, безусловно, то, что вы себе задумали, при должном внимании к обстоятельствам, повторюсь, потому что обстоятельства могут меняться, но иначе для вас определенный плюс будет, как совершить задуманное или, может быть, преодолеть какие-то препятствия. Может быть, где-то и мужество, стойкость нам действительно потребуется, но еще и терпение, мои дорогие, чтобы правильно увидеть, как-то так переосмыслить какие-то обстоятельства. Тут само по себе что-то может меняться, давая для нас определенные бонусы. И, может быть, это поначалу выглядит, как мы не можем не увидеть или не придать чему-то значения. А по карте сила это у нас совпадает как по магу. Какое-то мастерство наше или, может быть, профессионализм, может быть, это вопросы работы, но и стойкость духа тоже. Вот как будто соединить надо вот эти две составляющие.
Что уйдет? Карта Мир. Это последний старший аркан, и это вы что-то завершите, это точно, и чем-то вы останетесь довольны. Может быть, то дело, которое как раз вы планировали или начинали еще с начала года, и теперь вы приводите уже к какому-то итогу. Это карта ракурса всегда. Мы можем пересмотреть взгляды, потому что либо сам процесс какой-то мы завершили, либо мы можем, кстати, сказать, что ну вот это дальше уже как бы до какой-то точки дошло, верховной, да, или высшей точки. Дальше продолжения не будет. И вот этот пересмотр взглядов на жизнь или увидеть с какого-то нового ракурса события, которые вокруг нас, или обстоятельства. Тут много будет зависеть, может быть, даже от той местности, где вы находитесь, но, видимо, будут внешние события на вас, безусловно, оказывать влияние на ход вашей жизни или на ваши планы. Но это прекрасная карта, сама по себе мир. И поэтому нам говорят, что уходит, да, что уйдет. Страх, мои дорогие, уходит, тревога уходит, какое-то состояние, может быть, знаете, неопределенности, и воцаряется гармония. И сила, хотелось бы добавить. Чем дело кончится? Десятка воздуха. Вот обратите внимание, правда, с чем-то, может быть, и придется разбираться, с чем где-то потребуется наше мужество, стойкость, но где-то потребуется и терпение. Десятка воздуха. Как будто перышки летят, тем не менее. И у нас показан ангел. По этой карте мы, знаете, должны как-то хладнокровно какую-то ситуацию проводить, безусловно. Значит, с учетом двух карт и карты Мир, вместо каких-то тревог как раз приходит, как и покой, уверенность в собственных силах, а рядом карта сила. Значит, что-то вы можете для себя совершить очень добро хорошее, в чем поставите точку, выйти из какой-то неопределенности, может быть. Это могут проиграться вопросы, связанные с вашими родными, может быть, с близкими, или вопросы, связанные с вашей семьей. Это изящное завершение и новое начало. По этой карте идут новые наши мысли, новые планы. Но мы говорим, перышки как будто летят. Это карта прозрения. И здесь мы можем пересмотреть и отношения в том числе. Но не для того, чтобы, да, кого-то уговаривать или что-то объяснять. Мы по этой карте делаем выводы. И идем вперед, мои дорогие. Ну, вот как-то так. Чем сердце успокоится, ну, шикарно. Туз воды, правда. Тут какая-то прежняя история, мы ее можем оставить, если она была грустная, наша личная, может быть, история любви. Мы можем оставить все позади, правда? Прозрение, что, ну, вот, может быть, где-то я была во власти прежних эмоций, но это ни к чему не ведет. Я где-то себя внутренне разрушаю потому, что не может состояться в моей жизни. И когда мы проводим то, что мы не можем изменить, с душевным спокойствием, вот это как раз по десятке воздуха мы продолжаем что-то с душевным спокойствием, и к нам приходит туз воды, карта радости, карта счастья, может быть, признание любви, может быть, у кого-то новая история отношений, может быть, даже, знаете, и отношения, мы ведь говорим, что что-то повторяется. Может быть, вы знали этого человека, но отношения, они не были вот в том ключе, в котором они теперь могут получить развитие. Или как-то человек сам по себе не проявлялся. Все-таки туз воды– это сама по себе наполненность. Но у нас здесь именно морской конек. Это символ, один из символов удачи, счастья, радости, каких-то достижений. И поэтому тут для вас может быть много очень чего-то хорошего. По этой карте идет именно в этой колоде добра искренняя безусловная любовь. И еще изобилие. Вот чем сердце успокаивается? Решение материальных вопросов, но и вопросы, касаемые личной жизни. Если, безусловно, вы где-то стремились к этому, да, может быть, именно в партнерских, личных отношениях, как-то выстраивали уже канву, к чему они идут. Вот здесь вы получите точно итог. И тревога уходит, и мир воцаряется, и гармония. Но, а для кого-то
это значит радость какая-то будет. Тут ведь немножко у каждого по-разному. Все зависит от того, какие вы цели перед собой ставили. Может быть, на начало года, а может быть и где-то в апреле. Давайте мы посмотрим, что скрыто. Двойка земли. Когда мы пытались... Тут нет ничего такого, что мы могли, ну, не видеть как бы. Единственное, по этой карте проходят новые начинания, когда мы в себе сомневаемся и думаем, а может быть не получится, а вдруг я не смогу, а вот у меня не хватит профессионализма. Или, а вдруг вот там мне человек ответит как-то, ну, не так вот, как мне бы хотелось, а здесь нам уже все равно. Нет чего-то, правда, скрытого. Ну, если мы говорим про какую-то тревогу или страх, или мы допускали, что нам скажут нет, а мы здесь от этого всего избавляемся, поэтому нам в целом, наверное, на душе теплее, светлее и радостнее станет. Давайте посмотрим события, тем не менее, по восьмерке огня. Вот смотрите, красивая карта. Тут у нас как будто панда, да, это один из символов силы, тоже где-то так, и силы импульса. Когда мы слышим какую-то новость, или эта новость звучит как предложение нам, или это наш собственный импульс, огня много в этой карте, да, огни буквально, тут может быть и много новостей, кстати, правда, или может быть чье-то предложение или ваше решение. Я еду, предположим. До этого вы думали, может, поеду, или стоит ли мне переезжать вообще куда-то, а вот здесь вы точно решите, да. Но словно и пространство помогает, к вам извне может прийти какая-то информация, которая положит словно отчет новый вашим каким-то решением, подтолкнет, может быть, к какому-то решению. Все же это больше карта новостей, информации, импульса, который нас к чему-то определенно либо подводит, либо подталкивает. И, знаете, тут мы наращиваем темп. Какая-то история может сама по себе начать развиваться быстрее или более быстро, чем мы ожидали. Мы можем совершить куда-то путешествие, но и сама по себе карта еще означает перемены и трансформацию, благодаря тому, что где-то и мы чего-то не прошляпим, мои дорогие. Мы легки на подъем, быстро отзываемся и не откладываем что-то на потом. Вот такое событие. Поэтому темп будет, это точно. Вот еще события. И шестерка воды – это карта прошлого. Это карта ностальгии, прошлых воспоминаний каких-то. Это то, что эфемерно, то, чего нет. И нам сказали, мы это провожаем. Значит, провожаем что-то из прошлого. И нам говорят, мы полностью переключимся на что-то новое, как будто даже забудем о каких-то как тревогах, как поражениях, неудачах. Что-то новое стоит на повестке дня, мои дорогие, и зовет за собой более интересно. Как и, кстати, в личной, может быть, жизни все-таки Венера, мы сказали, да, как у весов, так и у Тельца, правящая планета. Взаимоотношения, может быть, вы человека встретите, которого давно не видели, и правда, какая-то прежняя дружба перерастет совершенно в другое качество отношений. У кого-то и так может проиграться, но оставляем прошлое в прошлом. Видимо, этому просто придется уделить тоже внимание. Может быть, проговорить какие-то отношения или расставить все по местам, гештальт какой-то закрыть. Трансформация. Вот все, о чем я говорила. Вот по восьмерке огня именно в этой колоде идет как трансформация и перемены, и вам выпадает как раз 13-й аркан трансформация. Нет места прошлому. Вы можете как раз во вторую половину октября, знаете, как понимание такое, которое идет в гармонии словно со Вселенной. А ведь правда, настолько меняется мир, настолько быстро как-то идут развитие событий, пусть они не вот у меня во дворе или не в моей семье, не у меня дома конкретно, но они могут быть на работе, они могут быть в обстановке вокруг вас, они могут быть среди людей, которые вас окружают. И вы вот словно общее вот это информационное поле принимаете к себе и по-другому начинаете воспринимать, что на самом деле жизнь не стоит на месте. И мне как будто тоже надо как-то так поторапливаться, куда-то успевать. Вас какие-то события извне
к этой самой трансформации будут подталкивать. Повторюсь, это старший аркан. Старший аркан – это не то, что мы планируем, а это то, что влияет на вас. Но у вас, безусловно, мои дорогие стрельцы, посмотрите, как туз воды выпал. Это про чувства, все-таки про радость, про счастье. Так и очень сильная позиция. Так и, знаете, наверное, дважды сильная тем, что нет вот этих дурацких сомнений, извините за выражение, или какой-то тревоги. Теперь я точно знаю, куда мне идти или в каком направлении двигаться, что мне следует продолжать, а с чем я завершаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие оптимисты, стрельцы, вы солнечные люди, и будьте счастливы и любимы всегда.